Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Minyor. Проект Grizzlyfy продолжает развиваться, и я продолжаю следить за этим проектом и рассказывать вам, что и как у них происходит. Было снято уже несколько познавательных и обучающих видео по данной платформе, и сейчас мы переходим к новой ветке развития данного проекта. И сегодня мы будем говорить о такой платформе, как DeFi Frank. Это платформа для кредитования, но и не только. Как здесь все работает, я вам сегодня расскажу. Но перед этим давайте немножко вспомним, что у нас Grizzlyfy уже сделали. То есть у них был уже первый airdrop токенов Grizzly, потом у них был второй airdrop уже токенов MON. На старте они собрали 25-26 миллионов долларов ликвидности. На данный момент на платформе уже в районе 70 миллионов долларов. Ну, практически в 3 раза уже выросла ликвидность, то есть платформа растет, люди доверяют, люди вкладывают. Штаб-квартира проекта находится в Дубаях, а зарегистрированы они в Швейцарии. Ну и, кстати, на недавно прошедшей криптоконференции в Дубаях они заняли первое место как самый успешно стартовавший проект в этом году. Сейчас мы находимся на основном сайте DeFi Frank, и чтобы попасть на платформу, нам нужно нажать кнопочку Go to the App. После чего мы видим данное окно. Здесь нам нужно приконнектить наш кошелек. Давайте нажимаем Connect. Я это делаю через MetaMask. И нам предлагают переключиться на сеть эфира. Делаем это, потому что эта площадка работает у нас на сети эфира. У данной площадки есть свой собственный стейблкоин. Он называется DCHF, то бишь это франк. Собственно говоря, здесь курс франка, он сейчас равняется $1, это то есть реальный курс. Также у нас здесь есть курс токенов MON, то есть это тоже их монета данной площадки, в которой был airdrop. Кстати, airdrop давался еще всем держателям токенов Grizzly. И вот здесь вот есть кнопочка Claim. Если вы в момент прохождения airdropа токена MON держали токены Grizzly, то нажимайте на эту кнопочку и проверяйте, что вам начислили. Также здесь очень удобно, если вы нажмете на вот эти вот монетки, они сразу добавятся вам в MetaMask. Добавляем токен MON и добавляем токен криптофранка. И также здесь мы видим цену эфира в франках. 1480 франков. На дэшборде мы видим, сколько денег вложено в данную площадку, то есть 25 миллионов долларов. Видим, сколько застейкано эфира, 8000 эфиров, 674 застейкано биткоинов, сколько в циркуляции криптофранков, то есть 13 миллионов. Ну и дальше мы видим графики, отображающие показатели данной площадки. Ну а теперь давайте к самому главному. Есть у нас раздел, который называется Borrow, то бишь одолжить, взять взаймы. И, как я сказал, это у нас площадка криптокредитования. И у нас есть возможность получить кредит, то есть получить на руки деньги, взамен отдав на временное хранение токены эфира либо биткоина. У нас есть возможность брать кредит под залог эфира и биткоина, под залог двух этих монет. Так, и какие же у нас условия и как этим воспользоваться? Ну, для начала, конечно же, у вас на кошельке в сети эфира должен быть, собственно говоря, сам эфир. Вы нажимаете кнопочку Borrow, одолжить, и впишите сюда, сколько вы хотите дать эфира в залог. Например, мы напишем 10 эфиров. Снизу вы видите цену, это 14 600 франков. Такой сейчас курс 10 эфиров. А внизу мы должны вбить количество цифровых франков, сколько мы хотим получить. Кредит нам выдается именно в франках, в своем собственном стейблкоине, в который мы можем обменять без проблем. Например, мы хотим вбить 7000. И дальше мы видим расчеты, которые у нас здесь получились. Поскольку мы берем кредит в криптовалюте, у нас есть понятие ликвидации. То есть это цена, до которой должен опуститься эфир, чтобы мы потеряли деньги. То есть поскольку мы взяли 7000, это половина примерно от стоимости наших 10 эфиров, то если цена эфира упадет с нынешних 1460 до 770, тогда мы потеряем деньги. То есть вы должны как бы здесь рассчитывать. Самой площадке не рекомендуется брать кредита на сумму, которая больше, чем 50% от нашего залога. То есть, если я вложил, допустим, 14 тысяч, то не рекомендуется брать больше 7. То есть, мы можем взять, допустим, и 10 тысяч. Площадка нам этого не запрещает, но у нас тогда просто очень большой риск. Тогда у нас ликвидация уже будет при цене эфира 1100. Но если же мы хотим взять всего лишь там, допустим, 3000, то цена ликвидации будет у нас, когда эфир опустится до цены 330, ну а это уже практически нереальная ситуация. Что здесь сейчас очень просто мега привлекательно, это то, что комиссию, которую мы платим, составляет всего лишь 0,5%. И взимается эта комиссия всего лишь один раз. То есть, чтобы получить на руки 3000 долларов, грубо говоря, будем приравнивать, франк равняется практически $1, будем говорить 3000 долларов, нам нужно заплатить всего лишь там $21 комиссии. И все. То есть и в случае нашего полного погашения нашего кредита, то есть когда мы вернем все вот эти 3000 франков назад,
то есть мы ничего больше не заплатим. То есть вот эта сумма будет взиматься только в случае, если мы поймаем ликвидацию, то есть 200 франков. То есть для чего это нужно? Ну, допустим, у вас есть эфир, который вы не хотите продать. Ну, если вы продали эфир, а вдруг он начал завтра расти, то вы как бы теряете, да. Если вы хотите сохранить свой эфир, то эта площадка как раз вам позволит сохранить эфир и получить доллары на руки. За эти доллары вы можете либо их потратить и потом, допустим, через месяц-два получить зарплату и как бы внести эти средства, либо вы можете ими как-то проспекулировать на каких-то других криптовалютах и потом вернуть. Ну, в общем-то, можете их потратить как угодно. Но если вдруг эфир начинает расти, то вы свой эфир не теряете, и ваши средства растут вместе с ростом эфира. А возвращать вам нужно будет конкретно доллары, которые как бы не растут и не падают. Итак, допустим, вы получили на руки 3000 франков. Ну, скорее всего, вам понадобится их обменять на привычный USDT, там USDC, на какую-то другую криптовалюту, которая распространена на всех других площадках. Нажимаете на кнопочку Buy DCHF, вбиваем 3000 франков и на руки мы получим 3038 USDT. На выбор у нас есть 3 стейблкоина USDC, DAI и USDT. Также обменять криптофранк можно на DEX обменнике Carve. С этим, в общем-то, разобрались. Ну, а когда нам нужно будет забирать наш депозит, мы будем пользоваться вкладкой уже Withdraw. Ну что, давайте посмотрим, что еще есть на данной площадке. Есть у нас Stability Pool, в котором вы можете стейкать цифровой франк и получать взамен либо эфир, либо биткоин. Процент довольно жирный, 29% в стейблкоине, очень неплохо. Далее переходим к разделу стейк. В этом разделе мы сейчас можем застейкать только токены MON. Когда мы стейкаем токены MON, в награду мы получаем токены DCHF, то есть мы получаем стейблкоин, что довольно удобно. За последние 7 дней APR у нас был 18%, он постоянно колеблется, зависит от движения на данной площадке. Но также у нас есть возможность получить в награду еще и эфир и биткоин. Но это уже зависит от колебания в курсах эфира и биткоина. Основная же часть выплачивается именно в цифровом франке. В следующем пункте это у нас Provide Liquidity. Это фарминг, то есть у нас есть возможность создать пару ликвидности цифрового франка с одним из стейблкоинов, которые у нас есть здесь на выбор, 3 штучки. И проценты у нас 28,4. Но это по факту, ребята, стейкинг стейблкоина со стейблкоином с минимальными рисками и с такими же неплохими процентами. На этом, ребятки, я видео заканчиваю. Но это не последние новости по поводу Grizzly проекта. Так что подписывайтесь на мой телеграм, чтобы оставаться в курсе всех новостей по данному проекту.